Всем здравствуйте, с вами Алла. Давайте посмотрим, какая женщина в вас влюблена. Итак, расклад общий, поэтому воспринимайте его как подсказки от Вселенной, но не как руководство к действию. Подумайте сейчас о женщине, которая вас интересует, и посмотрим, для кого сегодня будет общий расклад. Будет резонировать с вами или нет. Итак, сегодня расклад будет для тех, у кого королева жезлов. Королева жезлов – это каштановый цвет волос, светло-карий цвет глаз. У кого-то может отыграться зеленый цвет глаз и рыжий цвет волос, может быть крашеный. Как правило, это очень высокие, худенькие, стройные женщины по характеру. Импульсивные, очень такие в плюс. Это то, что они эмоциональные и чувственные. А в минус это то, что они могут быть очень импульсивные, ревнивые и немного даже истеричные. Но в любом случае это очень яркая женщина, которая привлекает к себе внимание и которая выделяется из окружающих женщин. Либо своей внешностью, либо своим поведением, либо тем, как она одевается. Так, что у вас на сейчас между вами? Интересна тут история на самом деле. Женщина могла к вам проявляться. Женщина, в принципе, такая, знаете, достаточно инициативная. То есть тут от женщины вы могли получать какие-то смски, звонки, приглашения. У кого-то здесь женщина просто вас сама позвала на свидание. У кого-то сама подошла, познакомилась. У кого-то сама стала инициатором вашей близости, если она уже была. Ну, то есть здесь речь пойдет про женщину, которая достаточно активная, не будет ждать, когда мужчина ей первый позвонит, либо там первый выйдет на связь. Женщина, которая не стеснялась показывать вам свои чувства, свою страсть, свою симпатию. С одной стороны, здесь кому-то из вас даже могло, знаете, приходить такое чувство в голову, что как-то чересчур все быстро. Где женщина могла как-то чересчур даже как-то сильно запустить процесс отношений. Мужчину это даже могло немножко или отпугнуть, или напрячь. Типа, куда мы спешим? Чего ты так резко стартанула? Женщина здесь очень активна. Здесь по гороскопу может быть Овен, Лев, Стрелец, вот такие прям огненные знаки зодиака. Кого-то из вас здесь эта женщина даже немножко напугала. Напугала своей интенсивностью, своим напором. А чего ты так активно включилась?
Потому что она считает, что мужчина тут недостаточно активный. Может быть, вы разведенный мужчина, и у вас есть какой-то негативный опыт от прошлых отношений. Здесь речь о том, что женщина считает, что вас надо подтолкнуть, вас нужно как-то активировать, как-то включить. Что если вас не трогать, то вы можете еще очень долго сидеть думать. Поэтому здесь человек, в принципе, сам по себе очень активный. Здесь вы очень нравитесь этой женщине. Ну, здесь женщина думает, ну, если я буду тут сидеть его ждать, так это еще непонятно, сколько продлится. Типа, что тут такого, если я там начну сама активничать? Вот здесь человек вот так может думать. Чего он от вас хочет? Ну, здесь женщина залипла на вас, прям на романтику. Ребят, расклад подойдет тем, у кого это либо новые отношения, либо отношения, в которых вы редко видитесь в силу разных причин. Потому что здесь все мысли о близости с вами. Здесь все мысли о вас как о мужчине. Здесь прям такая капитальная тяга, капитальное притяжение к вам как к мужчине. Здесь женщина очень много фантазирует и очень много представляет вашу будущую встречу. И здесь у человека, конечно, в голове на сейчас пока что только одно. Ну, я думаю, вы догадываетесь, о чем идет речь. Тут просто такой запал, тут столько таких энергий, что, грубо говоря, она пока не может ни о чем думать другому, кроме этого. Понимаете, о чем я, да? Да, здесь, конечно, с вами очень легко и очень прикольно. А кроме этого, ты еще чего-то хочешь? Да, королева Пентакли она хочет быть. Но есть но. Так, а что тебя что тебя мучит? Какие сомнения тебя мучат? Вы знаете, ее мучают сомнения относительно вашей закрытости. Вы, видимо, не сильно активничаете. И, видимо, не сильно от вас она видит какие-то шаги в свой адрес. И это ее настораживает. Здесь очень похоже на то, что женщина видит, что она более активна, то есть она как ведущая, а вы больше как откликающаяся, как ведомый. А ей бы здесь хотелось, чтобы мужчина здесь был ведущий. Чтобы мужчина настаивал, добивался, звонил, интересовался. А как мужчина тут себя ведет? Луна. Непонятно он тут себя ведет. Видите? Суд.
Пятерка жезлов. Да, ребят, тут какая-то у вас странная позиция, смотрите. Рыцарь Пентаклей. Это про то, что вы как-то очень долго тянете, что-то вы тут... То ли вы очень сильно загруженный, но тогда возникает вопрос приоритетов. Потому что когда человеку что-то нужно, как бы он ни был занят, он всегда найдет время. Поэтому тут у женщин очень много опасений и сомнений касательно вашей вот этой безинициативности. Женщину здесь раздражает какая-то ваша нерешительность, какая-то ваша замкнутость. Женщину здесь просто вводит в ступор ваше поведение. Вы себя можете вести как, знаете, отстраненный, холодный, дистанцирующийся человек. И для нее непонятно, ну типа, блин, ну я же к тебе проявляюсь, почему ты так себя ведешь? Поэтому, знаете, она здесь, конечно, хочет на самом деле серьезных отношений. Ей хочется здесь перевести ваши вот эти чувственное, ни к чему не обязывающие отношения, ей хочется перевести на другой, более близкий, душевный, сердечный уровень. Но ей непонятен ваш подход. Знаете, вот как будто она не может понять, вы так себя ведете, потому что она вам не интересна, или вы так себя ведете, потому что вы не умеете выражать свои чувства. Здесь женщина никак не может сложить о вас мнение. Типа, какой же он? То ли ты закомплексованный, то ли я тебе на самом деле не особо нужна для серьезных отношений. И вот этот момент, конечно, ее очень сильно озадачивает. И здесь может быть такое, что... Давайте спросим, ты манипулировать можешь? Да, может. Но, ребят, здесь манипуляция на самом деле может быть с какой точки зрения? Ну, чтобы вас понять. Типа, знаете как, она, например, может активничать, потом пропасть. И не потому, что вот она там с вами играется. Ну, помню, что расклад общий, то есть это не для кого-то одного из вас. Поэтому у кого-то отыграется, у кого-то нет. Но если говорить по общему раскладу, то здесь речь о том, что она может вас провоцировать на то, чтобы посмотреть, как вы себя будете вести. Не ради игры, а ради того, чтобы понять ваше истинное отношение к себе. Поэтому, ребят, тут задумайтесь. Если она уже вам говорила, ну чего ты такой неэмоциональный, чего ты такой закрытый, чего ты такой холодный, это говорит о том, что она действительно не понимает ваших намерений. Поэтому, если вам эта женщина нужна, то тут можно эти отношения классно развить. Но тут нужно, чтобы вы раскрылись, чтобы вы больше говорили о своих чувствах, чтобы вы правильно выстроили эти отношения. Потому что потенциал этих отношений, он тут большой на самом деле. Здесь, смотрите, вы выпадаете как император, она как императрица. Это про то, что у вас очень много общего, и вы друг к другу хорошо подходите. Но для этого нужно правильно выстраивать эти отношения, чтобы их не зарубить на корню. Поэтому кому необходима помощь,
кто запутался в своих отношениях, запутался в себе или в этой женщине, не понимаете ее и хотите понять, как эти отношения правильно выстроить, или что ей сказать, или как себя вести, или как быть в какой-то ситуации, которая есть сейчас между вами. Обращайтесь ко мне за личным гаданием. Мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. Кому понравился расклад, кто себя узнал, отпишитесь в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и всем пока!